Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Вы смотрите вторую часть обзора книги «Спин продажи». В обзоре будут практические рекомендации от одного из лучших исследователей продаж, автора книги Нила Рекхэма. В этой части обзора разберемся с рекомендациями, касающихся трех этапов продаж: демонстрации возможностей, начале встречи и получении обязательства. Порядок этапов в обзоре соответствует порядку рассмотрения этапов в книге. Начнем с этапа демонстрации возможностей и разберемся в трех его элементах. Характеристики – это информация о ваших продуктах или услугах. В стиральной машине характеристики – это загрузка стиральной машины, скорость отжима, тип загрузки, наличие того или иного режима стирки и тому подобное. Нил Рекхэм допускает использование характеристик только в продажах товаров и услуг с низкой ценой, объясняя это тем, что при перечислении множества характеристик у клиента складывается впечатление, что товар стоит дорого, а когда он узнает, что все эти характеристики покупатель может получить по привлекательной цене, то появляется большая вероятность совершения покупки. Особенную осторожность автор книги рекомендует проявлять в продажах новых продуктов или услуг, где есть большой соблазн описать, чем новый продукт или услуга отличается от предыдущих версий. Второй элемент демонстрации – преимущество. Так Нил Рекхэм назвал описание, каким образом продукт или услуга может быть использован, чем может помочь покупателю. Например, с режимом «легкая глажка» этой стиральной машины вы будете экономить значительное количество времени, поскольку ваши вещи после его использования будут практически без складок. Преимущество – это либо предложение, что может быть интересно клиенту, либо ответ на его скрытую потребность. Например, в моей нынешней стиральной машине белье мнется так, что приходится тратить уйму времени на глажку. Нил Рекхэм не рекомендует использовать в демонстрациях дорогих товаров и услуг преимущества, поскольку свои проблемы клиент может решить иначе. В примере со стиральной машиной решить проблему, купив лучший утюг. Третий элемент – выгода. Выгода показывает, каким образом продукт или услуга удовлетворяют явную потребность, выраженную покупателем. Например, мне нужна стиральная машина с таким режимом «легкая глажка», с которым понадобится тратить на глажку одежды считанные минуты. Именно выгоды Нил Рекхэм предлагает использовать в крупных продажах на основании проведенных исследований. Причем сам текст преимущества и выгоды может совпадать, но выгода удовлетворяет именно явную потребность и именно выраженную покупателем. А помогут покупателю сформулировать явные потребности спин-вопросы, которые мы разбирали в первой части обзора книги. К этапу демонстрации возможностей Нил Рекхэм рекомендует переходить только после выявления потребностей. Даже если вас вынуждают делать презентации на ранней стадии продажи, старайтесь добиться встречи с представителем клиента для выявления потребностей. Относительно начала встречи Нил Рекхэм дает немного рекомендаций. Основная касается вступления в диалог. Оно должно прояснить, кто вы такой, зачем вы здесь и получите ли вы право задавать вопросы. Пример от автора книги. Здравствуйте, мистер Блант. Я Нил Рекхэм из компании Hathwaite. Мы являемся консультантами по тренингу продаж. Могу ли я задать вам пару вопросов по поводу существующего у вас обучения продавцов? Техники закрытия помогают ускорить процесс решения покупателя. Их автор книги рекомендует использовать только если ваш бизнес лежит в области розничной торговли недорогими товарами. В крупных же продажах для получения обязательства Нил Рекхэм рекомендует делать следующее. Во-первых, уделять внимание исследованию и демонстрации возможностей. Во-вторых, убедиться, что охвачены все ключевые вопросы. Например, так: что ж, хочу поинтересоваться, есть ли еще моменты, о которых мне следует вам рассказать. В-третьих, подвести итог выгодам. И, наконец, предложить обязательства. Например, так: тогда могу ли я предложить вам в удобное для вас время посмотреть на продукт в действии? В крупных сделках может быть целый ряд возможных обязательств. Встреча с начальником покупателя, получение согласия на испытание продукта, проведение демонстрации, проведение исследования, получение доступа к другим подразделениям организации. Важно помнить, что обязательство должно двигать продажу вперед, и обязательство – это максимум, который покупатель в состоянии взять на себя. В этой части книги Нил Рекхэм дает 4 рекомендации, касающихся крупных продаж. Из всех этапов продаж автор рекомендует сосредоточиться на выявлении потребностей. Вопросы Нил Рекхэм рекомендует выстраивать в последовательности спин.
Третье. Анализируйте ваш продукт с точки зрения проблем покупателя, которые он может решить. Четвертое. Планируйте, реализуйте и пересматривайте. Достигли ли вы целей встречи? Что нового вы узнали, что можно использовать в будущих встречах с этим клиентом? Что нового вы узнали, что можно использовать где-то еще? Больше рекомендаций и примеров вы можете найти в самой книге, прочитайте ее целиком. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, поделитесь этим видео с вашими знакомыми, кому бы оно могло быть полезным. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров.